Как сделать карьеру в международном бизнесе? Кто успешно развивается в крупных корпорациях? Чем поколение управленцев из 90-х и 2000-х отличается от нынешних? Добрый день, с вами Андрей Якунин и канал для и про руководителей Директория. Каждый четверг мы выпускаем интересные и важные ролики для топ-менеджеров. Сегодня мы прицельно поговорим про развитие карьеры в крупных международных компаниях. Достаточно большая группа руководителей рассматривает свое развитие только в иностранном бизнесе. Предпосылок много. Это и культурные различия с локальным бизнесом, и зачастую разные подходы к мотивации персонала, соцпакеты, прозрачность операций и так далее. Огласите весь список, пожалуйста. Досмотрите этот ролик до самого конца, и вы получите много интересных инсайтов о топ-менеджменте в представительствах иностранных компаний и компаний со стопроцентным участием иностранного капитала. Это будет полезно и интересно. Поехали! Недавно мы встречались с региональным директором по странам СНГ одной из ведущих фармацевтических компаний. Мы с ним примерно одного возраста и прошли примерно похожий карьерный путь в 90-х и 2000-х. Мы обсуждали запуск проекта в одной из центральноазиатских стран на сложную руководящую позицию. Он подробно рассказал о предыдущих безуспешных попытках найти человека самостоятельно. Я поделился нашими идеями о стратегии поиска в новом проекте. Обсудили соцпакет, ожидаемый опыт кандидата, рынки и отрасли, где будем искать и так далее. Затем перешли к вопросу о мотивации. И именно на этом пункте у нас случилась интересная дискуссия. Клиент поделился, что они предложили переехать подобным управленцам внутри их компаний из восточной части СНГ. Предложили повышение грейда, заработной платы, прекрасные карьерные планы и все, что с этим связано. Но люди не хотят менять насиженные места и ехать в неизвестность. Так и говорят. У меня здесь квартира, дети устроены в школы, кружки, родители, друзья. Зачем мне эта головная боль? А вы не были на Таити? Гаити. Не были мы ни в какой Гаити. Нас и здесь неплохо кормят. Я тоже поделился, что мы видим со своей стороны, что вторая линия управленцев в иностранных компаниях перестала изобиловать горящими глазами и жаждой сложных карьерных вызовов. В основном бизнес-юнит-менеджеры, директора по маркетингу, коммерческие директора более-менее довольны своими позициями и не жаждут потрясений. И если несколько лет назад мы видели массовое стремление второй линии вырасти, занять первые позиции в бизнесе, и более того, они усиленно готовились к этому, получали степень MBA и находились в постоянном поиске роста, то теперь с поиском все стало намного сложнее. Клиент выслушал меня и сказал: Андрей, я не могу представить, чтобы нам в 90-х предложили переехать, допустим, в Мозамбик или мятежную Камбоджу, а мы отказались. Процентов 90, если не все 100, подняли бы руку и сделали бы шаг вперед. Значит так, цементный завод. Я! Погрузка угля. Я! Уборка конюшен. Я! Кроме того... Я! Да подождите вы, гражданин! Каждый бы расценивал это как отличный шанс вырасти по карьерной лестнице, получить международный опыт работы, новая ответственность, новый опыт, да и рост вознаграждения – немаловажная часть. Возможно, мы были более злыми и веселыми, малообеспеченными, меньше знающими и поэтому более жадными до развития и роста. Регулярно, работая с представительствами иностранного крупного бизнеса в странах СНГ, я вижу эту разницу поколений, как бы высокопарно это ни звучало. С одной стороны, это плохо, что в бизнесе нет сильной карьерной скамейки запасных. Лет 10 назад было легко найти нового руководителя хоть внутри, хоть снаружи компании. Теперь приходится проводить серьезные исследования рынка. С другой стороны, хорошо для толковых менеджеров, желающих вырасти в топ-руководителя. Развивайся, учись, делай экстра усилия в бизнесе, демонстрируй свою готовность вырасти, естественно, подтвержденную твоими результатами, и ты обязательно получишь рост. Ведь на фоне успокоившихся middle менеджеров ты будешь выгодно выделяться. Гарантий никаких нет, я не мотивационный спикер, у которого стоит задача зажечь вас. Каждый принимает решение за себя, но ситуация определенно позитивная для условно молодых руководителей. Конечно же, и для Executive Search компании это хлеб. Чем сложнее поиски, тем чаще к нам обращаются клиенты. Шутка, не поймешь. Скорее всего, это суровая реальность. Возвращаясь к нашему клиенту, пообсуждав поколение и мотивацию, он со смехом так и сказал: хорошее время для Executive Search компаний. Мы однозначно понимаем, что самим выискивать толковых менеджеров нерентабельно. Слишком уж много телодвижений, времени и сил мы тратим на поиск тех немногих с мотивацией.
Доверяем эту часть работы вам, а сами фокусируемся на том, в чем сильны именно мы – в маркетинге и дистрибьюции препаратов. Поделюсь одним из своих жизненных принципов. Кто больше отдает, тот больше получает. Помните старую поговорку «не посеешь, не пожнешь». Те, кто придумал ее, точно имели в виду бизнес. Это не только мой принцип, но и многих топ-менеджеров. Многие стали первыми руководителями, проходя экстра-милю. С другой стороны, популярны в последнее время дискуссии о work-life balance, дауншифтинге, гармонии с собой и так далее, отчасти или полностью противоречат моему принципу. Чем больше отдаешь, тем больше получишь. Ведь большинство понимает work-life balance как 50 на 50. Допускаю, что я не прав, но вырасти по карьере с такими убеждениями будет непросто. Я уверен, что растут именно те, кто готов жить, думать, дышать бизнесом. Семья и личное должны быть в фокусе, иначе директор превратится в психопата. Но большая часть времени, после сна, естественно, займет бизнес. И возвращаясь к пресловутому work-life balance. Кто сказал, что баланс это 50 на 50? По трудовому кодексу работа с 9 до 18 и более никак. Давайте я приведу такой пример. На весах могут стоять одинаковые по весу материалы, но разные по плотности. И тогда один будет выглядеть вот так, а другой будет выглядеть вот так. Но при этом весы будут в балансе. Подумайте об этом. Хочешь быть лидером бизнеса? Будь готов к компромиссам и экстра усилиям. Я думаю, каждый этот баланс в кавычках определяет для себя сам. Поразмышляйте на досуге об этом. Хотите ли вы, готовы ли вы получать больше полномочий и ответственности, но значительно увеличивать свои доходы, или готовы довольствоваться тем, что уже имеете, но не волноваться за команды и финансовые результаты? Короткая вставка про английский язык. Банально, заезжено, но выучите английский язык наконец, если он у вас хромает или отсутствует вообще. Я лично знаю огромное количество отличных управленцев без знания этого международного языка общения и языка бизнеса. Может, вы никогда не пойдете в иностранные компании, но зачем самому себе сужать карьерные возможности? Те, кто знает, о ком я говорю, напишите мне в WhatsApp. Подведем итоги. Сегодня мы поговорили про разницу поколений, про усложнившиеся поиски для компаний, но и появившиеся возможности для кандидатов. Поразмышляли про work-life balance и его правильное в кавычках определение. Уверен, все это будет полезно для тех, кто готов и хочет расти по карьере в крупных иностранных компаниях, да и не только иностранных. Дорогие друзья, спасибо за то, что уделили свое время просмотру этого ролика. С вами был Андрей Якунин и канал Директория. Смотрите следующий выпуск в следующий четверг. Всем успехов, пока! Может, не надо, Шурик? Я больше не буду. Нет. Надо, Федя. Надо.